Термины русскоязычного сообщества Super Mario 64. SM64. Сокращенное название игры Super Mario 64. Взрыв мозга. Также часто используется английский аналог SM64. Еще иногда можно увидеть другие акронимы для игр по типу MK64, означающие Mario Kart 64. И да, хочу предупредить вас про две вещи. Первое, в SM64 сообществе, и не только в русскоязычном сегменте, а во всем сообществе вообще, очень много аббревиатур, прям дохуя, наверное, намного больше, чем в сообществах других игр. И второе, в этом видео я буду больше углубляться в термины именно SM64 Machinima. Вот. РК SM64. Русскоязычная комьюнити Super Mario 64. Или же, если вам не нравится транслитерация английского слова community, то RSSM64 для русскоязычного сообщества Super Mario 64. Важно подметить то, что сообщество не русское, а русскоязычное. Тут много людей разных этничностей, а то, что нас объединяет, это язык. Еще есть устаревшее название RSM64K, означающее русскоязычное Super Mario 4 комьюнити или же сообщество. И очень хорошо, что оно устаревшее. Machinima. Если прям просто говорить, то это фильм, мультфильм, скетч, видео и тому подобное, которое было снято в какой-то игре. В этом случае в Super Mario 64. Machinima именно по Super Mario 4 можно сокращенно назвать SM64 Machinima. И если что, это сокращение правильно пишется с дефизом. Machinimist. Человек, создающий машинимы. Сокращенно машинимиста по Super Mario 4 можно называть, как вы уже, наверное, догадались, SM64 машинимистом, где также нужен дефиз. Блупер или же ляп. Блупер это по сути синоним к слову машинима. У нас иногда этим словом называют машинимы, в которых довольно большая часть видео состоит не из Super Mario 64. То есть, например, 60% ролика это Super Mario 64, а остальные 40% это Garry's Mod. Блупер это транслитерация слова блупер. А ляп – прямой перевод этого слова. Также у этого слова есть сокращение блуп, реколор или же перекрас. Реколором или же перекрасом называют персонажей, которые являются перекрашенными версиями Марио, Луиджи или других персонажей. Реколор – это транслитерация английского recolor, а перекрас – перевод этого слова. Чит-код – код, который как-то в реальном времени модифицирует игру. Чит – транслитерация английского cheat, означающая в этом контексте делать что-то нечестно. А чаще всего в играх чит-коды используются, чтобы нечестно что-то пройти. Правда, вот в машинимах чит-коды обычно используют не для прохождения, а чтобы что-то поменять в игре для машинимы. Как, например, color код или же цветовой код. Так называют чит-коды, изменяющие цвета у персонажа. Color код – это транслитерация английского color code. Цветовой код – русская альтернатива. Иногда эти цвета сокращаются до аббревиаций КК и ЦК. Лунный прыжок или же Moonjump. Чит-код, позволяющий левитировать с помощью какой-то кнопки. Лунный прыжок – это перевод, Moonjump – транслитерация. Сохранение. Иногда под сохранением может подразумеваться сохранение в самой игре. Но зачастую у нас сохранениями называют вот такие файлы, созданные через эмулятор, в которых игра сохранена в каком-то состоянии. То есть на какой-нибудь пользовательской карте, например. Заморозка камеры. Наверное, и так понятно, но это... Блять. Наверное, это и так понятно, но это остановка камеры, чтобы она не двигалась при передвижении игрока. ROM-хак. Модификация рома от какой-то игры с целью замены, добавления или удаления оттуда текстур, текста, моделей и тому подобного. Патч. Возможно, вам встречались файлы по типу .bps. Это патчи, при применении которых в игру вносятся какие-то изменения, и это используется для ROM-хаков. Одной из основных причин для существования патчей является отношение Nintendo к любым проектам, которые используют их контент. Одними из таких видов проектов являются ROM-хаки, ведь в тех есть контент от Nintendo в виде кода, графики, звуков и тому подобного. В патчах содержатся лишь изменения, которые будут применены к игре, то есть они не содержат никакого контента из оригинальной, что не дает Nintendo нормальной почвы для подачи на разработчика хаков в суд. BLJ. В общем, в Super Mario 4 есть ограничения на скорость для Марио, по понятным причинам. Но во всех версиях игры, кроме Shindow, нету ограничения на отрицательную скорость. Чем можно воспользоваться? Одним из самых известных трюков для получения огромной отрицательной скорости является BLJ, или же Backwards Long Jump.
в котором вы исполняете длинный прыжок, но не вперед, а назад, и вы очень быстро повторяете эти прыжки, и каждый обратный прыжок добавляет вам все больше и больше отрицательной скорости. Исполнить этот трюк можно на любом месте, позволяющем вам очень быстро совершать много вот таких обратных прыжков, и такими местами могут являться ступеньки, высокие склоны, на которые можно ходить, места с очень низкими потолками. И не только. Никнеймы. Помните, я говорил, что во всем SM64 сообществе очень много аббревиатур? Так вот, не уверен, с чем это связано, но в никах аббревиатуры просто царят. У нас очень много участников, у которых ники сокращаются в аббревиатуру. Например, SDRM45, SMG1, S3DMS, RMSM64, SMIT, Mir5 и много других. Программы. Не буду перечислять прям все программы, которые мы используем для создания машин, но вот несколько из них. Project 64, эмулятор, который мы используем для запуска SM64, M64MM3 или же просто M64MM. Программа с тонной полезных функций для создания машин. Расшифровывается как Mario 64 Movie Maker 3. Также еще есть устаревшая вторая версия. Saturn. Это ПК-порт SM64, в котором встроили дохуища функций для создания машин. Катаракта. Моя программа для замены текстур в SM64. Она неизвестна за рамками русскоязычного сообщества, но упомянуть стоит. И да, название на английском не обязательно писать с большой буквы. Итак, тут уже должен быть конец видео, но хочу объяснить, почему нету видео уже несколько недель. Возможно, кто думал, что может быть я делаю какое-то большое видео, или может я его медленно делаю из-за каких-то обстоятельств. Но нет. Все гораздо проще. Я заебался. Банально заебался. У меня не было желания какого-либо, чтобы делать видео. И все эти несколько недель я тупо хуй пинал. Ну и иногда занимался чем-то другим. Например, зацените, что я делаю в хойке. Но сейчас у меня уже снова появляется желание заниматься видео. Поэтому ждите новое видео. Или не ждите, мне похуй.